Здесь А что они там? Качканар! Дима, давай ходи. Ждем только вас. Oh, good. Good morning. Доброе утро. Ура. Все здесь начинаем. Нет, нет. Okay. Let's look at the superdesk. Тогда поговорим про супердеск. Это как бы центральный узел в редакции. This is a system I introduced at CNN in Europe in 2002. Это система, которую я ввел вот в CNN по Европе в 2002 году. I have recently introduced it at Al Jazeera English in Doha, in Qatar. И недавно ввел еще в Катаре, в Дахе, в английской редакции Аль Джазира. Now, some of you have smaller news organizations. The model I will show you might not be relevant as it appears. У некоторых из вас совсем маленькие СМИ, поэтому модель, которую я вам покажу, может быть для вас не актуальна в этом видео, которое я вам покажу. But don't worry about the numbers of people in the model. Think of the roles and responsibilities. Но не беспокойтесь о том, сколько там народу под каждой функцией. Думайте, собственно, про их роли и обязанности. It's not necessarily a model that will fit all. It needs to be adapted for each different news Совершенно не organization. обязательно эта модель годится для всех, без изменений. Каждую организацию надо адаптировать. The key thing are the roles and responsibilities. И главное здесь это роли и обязанности. The superdesk is like a central command and control area. А супердеск это как вот главный штаб управления редакции. It's the area of your news organization where all the key decisions are taken. Это тот участок вашего СМИ, где принимаются все главные решения. Now, I heard some of you yesterday talk about your news organizations and the different departments. А я слышал вчера, как вы рассказывали о ваших СМИ и о разных отделах и подразделениях. You very often have two areas where decisions are taken. И очень часто у вас решения принимаются в двух местах. One for online or one for print or radio. В одном месте принимаются решения о том, что будет в онлайне, а в другом, что будет в печати или на радио. Sometimes the website of a news organization doesn't bear any resemblance to what goes on the TV or radio or in the newspaper. Бывает даже так, что веб-сайт какого-то СМИ вообще ничем не похож на то, что выходит там по телевидению или по радио или в газете. Is that because people are cold? Are you too cold? Вы не замерзаете там? It's cold. Можно пока, наверное, водку. Берем шум, нет. Just down a bit. Потому что пока еще не жил. Just down and then when you get used to it, you'll have to take it. Остановим пока что. You okay? Нормально? So sometimes you get websites that are running different stories to the main news organization. Иногда бывают веб-сайты, на которых вообще материалы другого содержания, другие темы, чем у главных СМИ. It's a different group of journalists who aren't even talking to one another. Это вообще другая группа журналистов, которые там работают. Они даже с коллегами из других отделов не общаются. Does anyone see that happening anywhere? Кто-нибудь такое наблюдал на практике? Has anyone seen news organizations where the web team do different stories from the TV, radio or print? Кто-нибудь наблюдал? Холдинг, где? как правило, совмещают. То есть член редакции, журналист. Одни и те же журналисты делают это. Поэтому с такими So in most of your organizations, the web is a mirror image of what goes on TV, radio or print. То есть у вас в большинстве случаев веб-сайт отражает то, что у вас выходит в печати или в эфире. Exactly the same content. Точно тот же самый контент. Почему? Нет, не всегда. Получается, что в интернете даже быстрее появляются материалы, те, что в газете, и их процентов на 40 больше, чем в газете, потому что каждый день. And the newspapers are weekly. So that's the weekly daily model. Потому что да, там у вас ежедневная модель, а газета еженедельная. Я работаю на радио, у нас тоже материалы часто появляются в эфире, появляются на сайте раньше, чем... So it's the same team. То есть та же самая группа журналистов. Да. Excellent. Good.
So let me show you the model then, how it works with the key players. Прекрасно. Тогда вот, значит, как у нас работает эта модель с основными игроками. One of the most important roles is for an intake editor who is responsible for everything coming into the news organization. Одна из самых важных ролей – это редактор на входе. Он отвечает за сбор всех материалов, всей информации, которая поступает в редакцию. The intake editor doesn't really take any responsibility for the news on the day. The intake editor is responsible for everything coming in. И этот редактор на входе на самом деле не отвечает за то, какие новости в итоге пойдут в печать или в эфир. Он просто отвечает за сбор всего, что делается известно редакции. So they're looking at the wires, the competition. То есть эта функция заключается в том, чтобы посмотреть, что сообщают информационные агентства, про что пишут или как говорят как конкуренты. They're talking to the correspondents in the field, to the stringers. Этот редактор разговаривает с корреспондентами, с это внешними, со стрингерами. They're the news organization's eyes and ears. То есть это такие глаза и уши новостной организации. Around them you have the output editors, the editors who are responsible for output. В передаче книг есть, значит, редакторы, которые отвечают за то, что будет на выходе. So there could be the print editor of the day, or the interactive editor, or the radio editor of the day. They're in the same area. Они все сидят как бы вместе, эти редакторы, да, и это может быть там редактор, который отвечает за то, что пойдет в печать, редактор, который отвечает за то, что будет передаваться по радио и тому подобное. За какие-то интерактивные вещи, которые будут делаться. They don't have to be sitting around the same table. Они не обязательно должны физически сидеть вокруг одного и того же стола. It's a proximity issue. Но тем не менее, должны быть близко друг от друга. It's just so that they can hear the same news calls. Они должны слышать, в общем, те же самые звонки, ту же самую информацию о новостях. The planning editor, who yesterday we discussed, is responsible for 75% of the news on any day. Тут же имеется планирующий редактор, который, как мы говорили вчера, на самом деле отвечает за 75% новостей, которые выходят каждый день. And who owns your editorial proposition. И который главный контролер того, что предлагает ваша редакция. The issues that you're covering that we discussed yesterday. Тех проблем, тех вопросов, которые вы освещаете, которые мы вчера обсуждали. They sit in the same area. Они все тоже сидят поблизости друг от друга. And usually there's someone responsible for resources, for camera crews, for radio crews, for staffing issues. Обычно еще есть такой человек типа диспетчер, который отвечает за раздачу заданий, распределение ресурсов. Там, кому достанется съемочная группа, куда послать фотографа, кому дать машину и так далее. So that's the whole command and control area. That's where the news organizations, what the brand is delivering on any day is decided. И вот это, собственно, главный штаб вашей медийной компании, которая решает каждый день, что будет выходить под вашим брендом. Now, the reporters in the field and intake gather all the facts. Значит, корреспонденты в поле собирают факты. And they have a morning meeting and around the super desk, and they say, these are the stories we're going to do today. The group here, yeah. А, соответственно, все эти начальники каждое утро устраивают планерку и решают, что из того, что собрано, в этот день они будут освещать, какие материалы будут готовить.